Привет, всем приветики! Я Оля, посткроссер из Польши, и в этом видео мы посмотрим всю почту, которую я получила в сентябре. Если вы смотрите мои видео впервые, это не единственная категория видео, которые я снимаю. Посмотрите другие мои видео. Я также снимаю, как я декорирую, подписываю открытки, которые я отправляю по посткроссингу, и всякие другие интересные почтовые вещи. А для тех, кто смотрит мое видео периодически и уже знает, что обычно я снимаю под музыку, для вас это будет что-то новенькое. Я решила провести такой эксперимент, поговорить с вами голосом, и я надеюсь, что функции YouTube меня поддержат и будет перевод на как минимум английский язык, возможно, и другие языки. И также я надеюсь, что сработает функция перевода звуковой дорожки. Надеюсь, что меня будет хорошо слышно. Для первого раза я попробую записать звук сюда же, на тот же телефон, на который я снимаю. И надеюсь, никакие посторонние звуки нас отвлекать не будут. Я закрыла все окна, хотя у меня достаточно шумно. Мой дом находится прямо на углу, вокруг дороги. Иногда может звенеть сирена, потому что мы живем в самом центре нашего маленького городка, на рыночной площади, и если звучит сирена, она прямо бьет нам в окна. В любом случае, приятного просмотра. Поделитесь в комментариях, что нам делать с этим дальше. Снимать ли мне такие видео болталки, как это переведется на английский, разговорные видео, или мы вернемся к музыке. Ну, в любом случае, приступим. Поехали. Обычно свои видео я начинаю с показа открыток, которые пришли по официальному посткроссингу, также мы и сделаем, но хочу перед этим показать конвертик, это только часть посылки, которую я получила в сентябре от Виктории. У Виктории есть свой канал, она его завела недавно, там пока несколько видео, но приглашаю вас подписаться. Она прислала мне посылку на 2 килограмма, большую коробку, в том числе там было вот это письмецо, конверт. Здесь было очень много-много-много всего интересного для почты, наклейки, открытки. И кроме этого были всякие подарки в коробке. Удивительная коробка была, посмотрите видео. Поэтому здесь я не буду повторяться и будем смотреть дальше. По официальному посткроссингу я получила 5 открыток. Я не отправляю много открыток по официальному посткроссингу, потому что со временем ведения канала у меня появилось много друзей по переписке. Это тоже требует средств, а почтовые марки дорогие в Польше, и приходится так немножко урезать. Хотя это моя любимая часть, мне очень нравится именно по посткроссингу официальному отправлять и получать, потому что это всегда сюрприз. Ты никогда не знаешь, кому ты отправишь, пока не вытянешь адрес. И также ты не знаешь, кто тебе что пришлет. Я очень люблю вот эту часть. Интересно, к концу видео я, наверное, начну очень хрипеть, потому что я не говорю так долго обычно в жизни, хоть и люблю поговорить. Первая открытка по официальному посткроссингу пришла из Германии. Очень веселая и красочная. У этого котика даже тисненные рельефные вот эти вот пятнышки, которые блестят. Марочки. Мне очень нравится вот эта марка. Это, наверное, какой-то мультик. Веселые зверятки. И на этой открытке... Ой, это красота. Я очень люблю монохромные изображения. И я очень люблю поезда. Особенно вот такие вот старые. Прямо открыточка в душу мне. Это также из Германии. Такие марки. И здесь у нас тоже монохромное изображение с Эйфелевой башни. Я никогда не была в Париже, хотя у меня там живет подруга, и, возможно, когда-нибудь это случится. Это из Америки. Стандартный штампик. Вернее, штампик. Это я так привыкла называть по-русски штампик. Марка, почтовая марка. И здесь, что мне понравилось, я не знаю, вот видно будет при определенном угле наклона, вот это вот такой прозрачный скотчик, который сохраняет адрес, а также вот эту информацию. Очень интересное решение. Надо будет и мне такое поискать. И здесь у нас ландшафт, национальный парк, как раз осеннее время. Красиво выглядит в перспективе.
И еще одна открытка из Америки с такой же марочкой. Радуга моя любимая. И она очень старая, эта открытка. И здесь описано про локомотив, который изображен здесь. Мне очень-очень нравится. И она по размеру чуть поменьше. Вот такая. Опять мой любимый поезд. И последняя открытка по официальному посткроссингу из Сингапура. Достаточно редкая. Я не знаю, получала ли я из Сингапура. 6-значный номер. Вот такая марочка. И она не гладкая. Вот у нее такое тиснение, которое, вот, возможно, вы немножко увидите. И очень симпатичная лицевая сторона, также с тиснением. Она очень приятная на ощупь. Здесь национальные рецепты блюд. Очень хороший дизайн. Мне нравится. Это вот что касается официального посткроссинга. Следующая стопочка открыток с номерами. Это открытки, которые мне присылали разные люди для лотереи, которую я начала проводить. Эти открытки уже сыграли в лотерее, которая была, наверное, 12 сентября, по-моему. У меня есть видео, вы можете посмотреть, как я делала этот розыгрыш. Там я их все показывала, эти открытки. Почему с 7 номера? Потому что до 7 номера открытки пришли мне в августе. И вот это открытки также для лотереи, но уже для следующего раунда. Их тут 6, а следующий раунд будет числа 18 или 19 октября. И эти открытки мы также рассмотрим в отдельном видео, когда я буду снимать очередной розыгрыш лотереи своей. По поводу лотереи вы можете посмотреть внизу, я оставлю ссылку, как поучаствовать, если вы хотите. Дальше. И еще несколько открыток, но это не официальный посткроссинг. Вот эта открытка от Ани из Украины. Но я думаю, это последняя открытка из Украины для меня от Ани, потому что Аня переехала в Польшу в конце сентября. Возможно, кто-то знаком с этим логотипчиком. И вот, кстати, это также название, по-моему, ее YouTube-канала. В любом случае, вот тут вверху я должна вставить ее название канала. Очень мило украшенная открыточка и очень-очень атмосферная лицевая сторона. Тут прямо так уютно. Очень мне нравится. Спасибо, Аня. Это открытка от Виктории. Вот от вот этой вот самой Виктории. И это моя первая открытка, посвященная Всемирному дню открытки. Вот эти марочки мы уже видели со зверюшками. И мне нравится форма этой открытки, выемки, она как билетик сделана и вообще очень яркая. И также, что мне нравится, это вот эти вот клеточки. Так, вот так. Кто смотрел мои видео с оформлением открыток, знает, что у меня есть такой штамп клетчатый, и я потом на нем пишу. Спасибо, Викусик. Это открытка от Сары, тоже из Германии. Я не сказала, наверное, что Виктория из Германии. Открытка от Сары, которую я как будто бы выпросила, но Сара была так добра и отправила мне ее. Я где-то увидела вот эту марку или другую марку с машиной и написала Саре, что ой, какая классная, ой, как мне хочется. И Сара была очень добра и отправила мне эту открытку. И посмотрите, какая красота. И здесь также старые автомобили. Очень классно. Очень большое спасибо, Сара. И красиво, весело украшено. Вы, кстати, уже заметили, что у меня голос хрипит. Но мы продолжаем. Это открытка от моей подруги. Она не посткроссер, она не занимается почтовой перепиской. Она живет в Турции, в Анкаре. Но мы с ней с детства знакомы, может быть, лет уже 35. И просто она решила отправить мне открытку, кстати, уже вторую. Мы, наверное, пару месяцев назад видели, как она отправляла мне открытку из Грузии, где она отдыхала летом. Эта открытка, это карт максимум, но
почта Анкары почему-то решила продлить этот карт максимум, хотя эту марку можно было бы наклеить и здесь. Лена мне рассказала, что здесь изображены персонажи мультика, который популярен в Турции, хотя он не новый. Это какой-то старый мультик, может быть, сейчас уже дети его не смотрят. И вот такой карт максимум интересный, очень веселые персонажи и яркие, и все как я люблю. Штамп гашения специальный, ну и дополнительная марка с изображением вида. Веселая открытка, мне нравится. А это открытка-сюрприз от Джозефа из Америки, как вы видите. И очень мне нравится вот этот вид. Он мне напомнил какой-то фильм, психологический триллер, где людям пришлось выживать в таком очень похожем доме многоэтажном. Я не помню его название, но очень здесь мне все нравится. Джозеф поделился, что он объездил все 50 штатов Америки. Мне кажется, это очень круто. И что он смотрит мой канал и канал Роба. Наверное, многие знают Роба, тот самый папаша. И это был для меня сюрприз. Я нашла его, написала и буду, конечно, готовить ответ для Джозефа. И очень приятно получать сюрпризы просто потому, что вы смотрите мой канал. Это безумно приятно. Спасибо. Дальше немного конвертиков. Вот это интересный конверт от Лассе из Германии. Мы не знакомы. Он просто нашел меня на форуме посткроссинга. Посмотрите, какой конверт. Это как вторичное использование. Очень хороший ход. Он нашел меня на сайте, на форуме сайта посткроссинг и предложил поучаствовать в проекте. Он готовит дипломную работу по тематике вот коммуникаций, почтовых в том числе. И он положил мне несколько таких наклеечек. А также здесь была инструкция, что мне надо делать. Это открыточка, которую я могу использовать. И была еще одна открытка, разделенная на две части. А я вам, наверное, ее вставлю здесь. И мне нужно было ее заполнить. Я ее уже отправила. С левой стороны мне нужно было нарисовать мой путь, как я иду на почту, чтобы отнести открытки, отправить. В правой части 3 вопросика, на которые мне нужно было ответить. Это было очень весело и интересно, и классно помочь человеку в его дипломной работе. Мне кажется, это очень интересно, вот учитывая, что он писал людям по всему миру, и ему помогали многие. Интересно посмотреть, что там получится в итоге. Ну, в общем, вот такой опыт у меня был, и я рада, что я смогла помочь. Почему-то я себя слушаю, мне кажется, мой голос звучит так по-дурацки, но извините, как есть. Это конвертик от Рене из США. Мы с Рене часто переписываемся также, и у нее есть канал. Вот здесь вот я вставляю обычно. И эту открыточку Рене отправила как благодарность за конверт, который я ей отправляла к дню рождения, где я готовила ей такую папочку, фолдер, книжечку, которая была заполнена сюрпризами всякими и подарочками. И это просто вот такая благодарственная, как мы ее откроем, вот так вот, открытка. И она многослойная, то есть основа белый слой, потом приклеена черная бумаженция, как это переведется на английский, кусочек бумаги, и третий слой снова белый. И очень красивый градиент, а также узор. Вроде бы минималистично, но мне это очень нравится. Большое спасибо, Рене. Спасибо, Рене. Этот конвертик мне прислала Таня из Мюнхена, Германия. И это мой самый первый друг по переписке. В 2021 году, когда я только присоединилась к посткроссингу, это был второй человек, кому я отправляла открытку, чей адрес мне попался. И у Тани было указано, что она готова стать другом по переписке. И так и завязалась наша дружба. И она более такая классическая. Здесь обычно мы просто переписываемся
именно письмом. Время от времени мы вкладываем какие-то открытки и наклейки, но основное это письмо. Но в этот раз Таня мне вложила вот такие милые штучки. Вот это можно использовать как закладку. Вот эти открыточки сгибающиеся, их можно на веревочку к чему-то привязать. Миленькие штучки. Этот конверт от Ангелы из Испании. Она живет в Барселоне. Мне очень нравятся ее конверты своей необычностью. Ангела всегда вкладывает разные вещички, которые связаны непосредственно с ее жизнью, и я могу как бы глубже окунуться в ее жизнь и побольше ее узнать. Вот, например, вот это использованный многоразовый билет на транспорт. Мы можем видеть, как это происходит в Барселоне. Очень интересно смотреть на такие вещи, как все происходит в разных странах. Вот здесь, я как поняла, это оплата также транспорта, возможно, это даже метро. Наверное, вот это указанные остановки от института до аэропорта. А тут у нас Пальма де Майорка. Вот такие дела. Классно. Несколько наклеек. Несколько опять наклеек. Я сначала думала, это картинки, но это наклейки. Я когда получаю почту, я очень быстро просматриваю и не всматриваюсь. А когда вместе с вами распаковываю, тогда я уже более внимательно рассматриваю, что мне прислали. Мне так больше нравится. Такие штучки. Видимо, из какой-то кофейни. Вот это из отеля. Салфеточка. И вот не знаю назначения вот этих штучек, но для меня это просто сюрпризики из каких-то мест. Здесь письмо, фотография. Это письмо я буду читать, конечно, за кадром. Всякие бумажечки, которые можно использовать. Всякие интересные штучки. Тут даже можно письмо написать на этой бумажке. Несколько открыток. Это чистые открытки. Мне уже Ангела присылала несколько таких. Вот мне нравятся, конечно же, как вы помните, монохромные и старинные вещи, изображения. Классно. И что еще? В Барселона. В, это я читаю по-русски. W Барселона. Барселона я произношу тоже по-русски. Это что-то... Это что-то прямо очень настоящее. Как будто чек за какую-то стирку. Очень классно. Настоящие вещи из отеля. А это наклеечки. На что-то клеится. Надо будет разобраться, что это. Классно. Вот это тоже открытка, связанная с этим отелем. Видимо, это он и изображен, смотрите. Такие сувенирчики. Обожаю, обожаю сувенирчики от Ангелы. Большое спасибо, Ангела. Мое письмо к тебе в процессе подготовки. Так что буду скоро отправлять. Дальше у нас стопочка от Мартина. Один из рекордсменов среди отправителей почты для меня. В этом месяце я получила от Мартина 5 открыток и конвертик. Вот эти две открытки, да, вот эти две, да, вот эти две. Сначала Мартин мне прислал одну открытку. Он написал, что он нашел у себя несколько открыток группы AC/DC. И прислал мне, потому что мне очень нравится эта группа. Мне она действительно очень нравится. И мы часто с мужем слушаем их песни. И потом чуть позже прислал вторую. Может быть, у него есть еще, я не знаю. Поэтому сейчас у меня вот две открытки с изображениями с концертов. Я была очень рада их получить. Очень. Спасибо большое, Мартин. Это открыточка из Вены.
А я показала марки? Нет, не показала. Посмотрите. Такая оригинальная марка с обувью. И, кстати, сколько много бы я не получала почты из Германии, особенно по официальному посткроссингу, это же самая популярная страна, я вот этих марок еще не видела. Но мне очень нравится. Здесь вот такая марочка. И вот эти открытки, которые мне тоже очень нравятся. Здесь даже написано на русском языке. Организация Объединенных Наций. Сокращенно мы это называем ООН. ООН. И мне нравится вот эта серия открыток. Наверное, за счет блестюшек и вот этого вот края. И две открытки со встреч посткроссеров. Вот на одной открытке Мартин присутствовал. Вот все участники. Марочки. Обожаю радугу. 30 августа. А на этой встрече Мартин не смог побывать, но, тем не менее, у него была открытка. Мне очень нравится. Еще раз радуга. Самое популярное слово за сегодняшнее видео. Кроме слова открытка. Радуга. Большое спасибо Мартину за эти открыточки, а также за вот этот конверт. Здесь письмо. Я уже, конечно, тут побывала. Здесь 5 чистых открыток, которыми я могу воспользоваться завтра. Сегодня здесь, в этом видео, у меня 30 сентября. И я очень надеюсь, что 30 сентября этот ролик и выйдет на YouTube. Поэтому говорю, завтра, 1 числа, я хочу взять несколько адресов по официальному посткроссингу и сделать видео с исходящими открытками. Посмотрите, как круто, что эти открытки из Польши. То есть Мартин так заботливо постарался и отправил мне, прямо очень актуальные открытки. Непосредственно, чтобы я отправила из Польши. Очень-очень круто. Все чистенькие. С моими любимыми клеточками. Большое спасибо, Мартин. Если вы думаете, что Мартин мне отправил много в этом месяце, да, это много, а это много умножить на 2, потому что здесь всего 12 отправлений. В прошлом месяце Кристиан из Австралии отправил мне, по-моему, 12 открыток. В этом месяце также 12, но среди них уже есть конверты. Я, конечно, в полном восторге каждый раз, когда получаю почту от Кристиана. Началось это так же сюрпризно, как и с Мартином. Оба этих молодых человека отправили мне просто открытку-сюрприз, потому что они смотрели мой канал. И вот что из этого теперь получается. И я постоянно так счастлива, когда от них получаю. К сожалению, я не могу столько же взамен отправлять, потому что это дорого. Но моему счастью нет предела. Давайте посмотрим всю эту радость, которую я получила от Кристиана. Вот эти две открытки видовые. Мельбурн с изображениями города. Очень красивые. Трамвайчики. Мне также нравятся, как поезда. И здесь вот главные города Австралии. Также мы видим, где именно на карте они располагаются. Я недавно смотрела какое-то видео об Австралии. И оттуда я узнала, что основная часть населения живет вот в нижней части, в южной. Ой, какие хорошенькие. Я, конечно, не рассматривала марки до того, как не стала вам это показывать. Дракончик. Почтовая тема. Вот это очень красивое. Вот это очень оригинальное. Сеул, Олимпийские игры. 88 год. Классно. Дальше. Снова такая же. Милая свинка с уточкой. Ой, не с уточкой, простите. Это гусь.
Может быть, это какие-то персонажи мультика, не знаю. А это ужастики. Такие милые скелеты, мне очень нравятся. Это необычно. Интересно, что станет с едой, когда они ее поглотят. Куда она денется? Семья скелетов, наверное. Папа, мама и дети. Веселая открытка. Веселая. Я люблю, как Кристиан иногда подбирает открытки для меня. Супер. Следующая открытка. Серия почтовых марок с красивыми камешками. Опал. Про эту открытку мы уже с Кристианом пообщались. Тут имеется в виду good day, то есть хорошего дня. Если по-русски, это примерно здорово, дружище, или привет, братан, немножко такое жаргонное, и это чисто такое австралийское приветствие. Тоже интересная такая черта Австралии. Веселый человек. Вот эта открытка отличается от всех остальных. Обычно Кристиан не украшает открытки. Но это прямо так ярко и позитивно. Даже мое имя выклеено стикерами. Супер, супер. И это Макси-карт. Здесь у нас нет марки, а здесь есть. Это Рон Миддлтон. Я вот про него почитала немного в интернете. Ну, он герой. Поэтому, да, удостоился попасть на почтовую марку. Это также Макси-карт. С очень милой коалой. Это же коала? Я сейчас ничего не путаю. И попугай. Очень мило. Кстати, тоже очень популярное слово в видео. Мило, мило. Все такое милое. Макси-карт. С милыми цветочками и сердечком. Класс. Последняя открыточка. Вот мне пришлось в интернете также посмотреть про вот эту австралийскую игру в эти шары. Шары там, оказывается, не идеальная сфера, а асимметричные. И вот они катают их по траве, и нужно как-то попасть ближе к какому-то там то ли белому шару, что-то такое. В общем, что-то наподобие гольфа, только немного не гольф. И вот эта зверюшка милая. Милая. И нежненькая открытка, вкусная. Я люблю клубнику, особенно с сахаром и сметаной. Так, открыточки закончились, но не совсем. Эти марочки мы уже видели. Это очень маленький квадратный, сейчас возьму открытку, вот такой вот конвертик со зверюшкой. И здесь такой милый зайчонок. Конечно, такого зайчонка не отправишь по почте. Отдельно он открывает лапки. И здесь мы можем почитать послание. Это очень мило. Мне нужны синонимы слова «мило». Хвостик. В этом конверте Кристиан мне прислал чистых открыток. Разных, очень разных, на разную тематику. Макси-карт. Корабельно-океанная тема. Очень красивый корабль. Такая марка с гашением. 2004 год. Они все чистенькие, я, наверное, не буду переворачивать. Ой, вот эти мы потом посмотрим в конце, там интересно. Две таких девчонки симпатичных. Очень хорошенькие. Такие детские милые черты лица. На какую-то азиатскую тематику я, конечно, не разбираюсь. Япония, Китай, что-то еще. Может быть, это Фудзияма. Но тоже для любителей азиатской темы можно будет воспользоваться. Китагава Утамаро. Угу. Угу. Мне нравится, что она такая шершавая и не выбеленная бумага. И вот такую серию открыток я видела с картинами. 1915 год. Густав Климт. Мне так нравится, как он держит котика. И вот две штучки. Это Гарри Поттер. Она очень
маленькая, это открыточка. Вот такая. Но это полноценная открыточка. Конечно, я ее не буду никому отправлять, это мне останется в качестве сувенира, потому что она слишком милая. А вот это не совсем открытка, это как такая карточка. Я вообще никогда не играла в Nintendo. Я думаю, что это название игры, а это персонаж из этой игры. Плотная карточка, прямо как открытка, но вот такая вот двухсторонняя. Это тоже мне будет как сюрпризик. Вернее, как сувенирчик. Вот, это было в одном из конвертов. Обожаю эти голографические конверты. Я могу вот так вот делать вечно и смотреть на это вечно. Окей, посмотрим, что внутри. 10 почтовых марок с этим дракончиком, неправильно говорю, драконом. И я посмотрела в интернете, что это за женщина. Коллет Диниган. Она австралийский модельер. Посмотрим, что внутри. Хотя я знаю, что внутри. Это набор магнитов. На каждом написано Австралия. Очень классные, в форме бумерангов. И вот здесь вот написано, что на этих бумерангах фрагменты искусства, изобразительного искусства, рисования Кайл. Его отец был тоже художником, и они принадлежат к аборигенному народу под названием Гамиларой. И вот у меня теперь есть эти магниты. Но, возможно, один я отправлю маме. Не знаю, какой она выберет, такой отправлю. Мне кажется, она выберет что-то из вот этих 3. Очень классный подарок. Очень классный, неожиданный. И последнее, что у нас сегодня есть и от Кристиана, и вообще, это наборчики, которые стал выпускать... Берем это. Макдональдс. Мне очень нравится, что это реально твердая жестяная коробка, в которой можно что-то хранить. И в этом наборчике, сейчас я приближу камеру, у нас есть паспорт, даже с номером и датой основания. Это в виде наклеечки. Несколько наклеек. Ой, я знаю, что эти наборчики есть по разным тематикам. У меня вот путешествие с этими... Как мне кажется, что это мочалки. Но это не мочалки. Это не мочалки, нет, это не мочалки. Это друзья картошки фри. У нас это называется картошка фри. Картофель фри. Милые наклейки. И 2 открытки. Давай иди сюда. Яркие, красочные. Люблю яркие, красочные, насыщенные цвета. Тут много всего происходит. Веселье полным ходом. И вот эти. Картофель фри. Я люблю картофель фри, но сейчас я его не могу есть. Я на кето-диете. И это открытки, которые можно действительно отправить. И, наверное, мне придется это сделать, хотя мне хочется сохранить весь этот набор как сувенирный. Я подумаю, что с этим делать. Это очень-очень мило. И то, что коробка не бумажная. Вот это все. Посверкаем еще раз голографическим конвертом. Большое спасибо всем, кто прислал мне все эти чудеса. Каждый раз, когда я получаю почту, я скачу от радости, и Барт мой тоже. Барт – это мой померанский шпиц, потому что Барт знает, что когда я получаю почту, он получает угощение. И каждый раз, когда я прихожу с чем-то в руках, Бартюша очень счастлив. Он уже ждет, прыгает на лапках и получает свое угощение. Поэтому каждый раз, когда вы присылаете мне что-то, знайте, вы также делаете счастливым Бартюшу. Я надеюсь, что это было интересно смотреть. Не забудьте написать, что же нам делать дальше. Записывать ли мне свой голос, или мы вернемся к музыке, или как-то чередовать.
или, может быть, даже другие рубрики, не только входящую почту записывать с голосом. Я не уверена, что мой голос звучал хорошо, но он был моим. Это была я, как я есть в жизни. Еще раз большое всем спасибо, всем отправителям, всем зрителям и до новых встреч!